Что будет, если для написания музыки к спин-оффу одной из самых популярных РПГ своего времени привлечь рок-музыканта, который вслед за собой притащит чувака вообще не из игровой индустрии, из-за чего тот согласится работать всего за $400 в спальне со стареньким компьютером и матрасом в углу. Потом вместе они случайно выберут неправильную скорость записи и оставят все как есть, а важнейшую музыкальную тему вообще создадут на основе заезженного аудиосборника с сэмплами. Получатся шедевры, которые перевернут мир фэнтезийной музыки для видеоигр. Получится саундтрек серии Heroes of Might and Magic. Но для понимания нам понадобится немного контекста. Отмотаем время назад. На дворе 1970-е, эпоха протеста, время расцвета движения хиппи. Понк, астероиды и Space Invaders захватывают сердца геймеров по обе стороны Атлантики, а легендарные впоследствии танчики в монохромном исполнении и с названием Tank делают первые шаги на устройствах производства Atari. И все это крайне привлекает гиков по всем Соединенным Штатам, а еще им очень нравится набирающая популярность серия настольных ролевых игр Dungeons and Dragons. Одним из таких гиков был студент Джон Ван Канигам. Днем он ходил на лекции медицинского факультета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а вечером собирался с друзьями покидать кости и погрузиться в чарующий мир волшебного фэнтези. На одной из таких сходок Джон знакомится с программистом Марком Колдуэллом, а тот знакомит его с компьютером Apple II. Технологическое чудо так западает Джону в душу, что тот бросает медицинский факультет и переводится на факультет компьютерных наук. А два увлечения, новое и старое, начинают объединяться в одно. К моменту окончания вуза Джон понял, что он хочет создать что-то свое. Свой чарующий мир, полный магии и тайн. В 1983 году он начинает создавать ролевую игру. Он начинает создавать Might and Magic. Я играл в настольные игры всю свою жизнь, а потом познакомился с D&D. Как бы мне не нравились субботние зарубы в настолке, я хотел играть больше. И как только я узнал о существовании видеоигр, от того, какие возможности они дают, моя голова просто пошла кругом. Образование, увлечение играми, а также страсть к математике и программированию убедили, что ничто не помешает мне создавать компьютерные игры. Как и все большие свершения, дело Джона начиналось с малого. Но если в распоряжении создателей Apple или Google были хотя бы гаражи, то Джон со своим другом Марком довольствовались спальней в доме родителей первого. Это и был первый офис новообразованной New World Computing. Это был настоящий рок-н-ролл, кристаллизованный креатив, творчество на энтузиазме ради создания проекта мечты. Для закупки оборудования и софта Джон даже взял кредит, оформив его, правда, под гарантией родителей. Ну да ладно, долг он чуть позже вернет им сполна. Тем не менее, в 1985-м New World Computing переезжает в новый офис, который теперь располагается уже в спальне самого Джона, где через год, в 1986-м, тот заканчивает работу над игрой и планирует найти издателя. План был прост. Записываем копию игры на 2 5-дюймовые дискеты, составляем список издателей и планомерно один за другим начинаем предлагать им свой продукт. План сработал, но не так, как задумывалось. Максимально выгодное предложение звучало так: $1 прибыли с каждой проданной копии, при стоимости игры в $60. Нужен был новый план. Зарегистрировать свою компанию не просто как разработчика, но и как издателя, закупить рекламу в профильных компьютерных журналах, а на оставшиеся деньги напечатать тираж насколько хватит. Хватило, кстати, на 5000 копий. И ждать звонков от клиентов. Казалось бы, что может пойти не так? Да на самом деле все что угодно, однако ставка сыграла. Телефон в спальне Джона не умолкал 2 месяца, за которые разлетелись все копии. И вот уже издатели начали приходить и предлагать разной степени вкусности условия. Это был успех. И тут давайте послушаем, как звучали стандартные РПГ того времени. Какой там был саундтрек. Даже если откинуть тот факт, что носители информации тех лет просто не позволяли записывать полноценные композиции, отец Might and Magic Джон Ван Канигам понимал, что звуковое сопровождение — это неотъемлемая часть погружения в созданный им мир, и уже к 3-й игре серии привлек настоящего композитора Тодда Хендрикса. Музыкальное оформление стало более разнообразным, плотным, но это все еще не устраивало главного геймдизайнера.
Нужно было что-то другое, нужно было что-то менять. Все увеличивающиеся амбиции New World Computing заставляли разрастаться и команду. Это была уже не группа из пары энтузиастов в спальне. Это была хоть и маленькая, но команда из 15 человек с успешной серией ролевых игр. К работе над 4-й частью штат еще сильнее разросся, и к ней подключают композитора Тима Талли. Однако саундтрек все еще далек от идеала. Это до сих пор стандартная дженерик фэнтези тех лет, но ведь сама серия, ее лор, ее сердце — это далеко не обычное приключение. Это мир, завязанный на, пожалуй, одном из самых любопытных законов писателя-фантаста Артура Кларка. Я всегда был большим поклонником научной фантастики, а также фэнтези. Артур Кларк придумал фразу «любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии». Эта идея плюс эпизод из «Звездного пути», ибо мир пуст и я коснулся неба, легли в основу оригинальной истории Might and Magic. Но я не хотел, чтобы научная фантастика проникала в мир до самого конца игры. Я хотел создать неожиданную концовку, подобную тому, как это происходит в эпизодах сериала «Сумеречная зона». Джон Ван Каннигам, как никто другой, понимал, что серии нужен был такой же нестандартный саундтрек, но сам создатель не мог найти нужный путь и все больше погружался в корпоративную рутину. Самым большим испытанием для меня было оставаться одновременно дизайнером, создателем игр и генеральным директором компании. Эта двойная роль всегда порождала личные конфликты. С одной стороны, я хотел сделать каждую игру идеальной, добавить больше фишек, улучшить, а с другой, я должен был платить по счетам. Это был постоянный компромисс. Компания должна оставаться прибыльной, иначе я не смогу создать свою следующую игру. В самом начале я занимался программированием всей игры, но по мере того, как проекты становились больше, мне пришлось сосредоточиться на руководстве командами. С каждым новым проектом Джон все больше отдалялся от того самого ощущения новизны, того самого ощущения эксперимента, того самого ощущения рок-н-ролла. И вот однажды он понял, что нужно серии. Ей нужен настоящий рок-н-ролльщик. Тут нам понадобится еще немного контекста. Отмотаем время назад. На дворе 1970-е, эпоха протеста, время расцвета движения хиппи. Black Sabbath, Dire Straits, Queen и куча коллективов один за другим врываются в чарты, чтобы оттуда залететь прямо в сердечко и стать классикой рок-музыки. Команда Grandmaster Flash во главе с Джозефом Седлером вовсю экспериментирует с битами, устраивая музыкальные словесные дуэли, что впоследствии заложит основу к рождению хип-хопа. И все это дико привлекает тогда еще школьника Роба Кинга. С самого раннего детства он мечтал играть в настоящей рок-группе, однако судьба распорядилась иначе. В середине 90-х начинающего композитора замечают New World Computing, которые к тому времени помимо Might and Magic уже начали выпускать и другие проекты. Одним из таких был приключенческий квест I Heard the Earth Quest of the Orb, куда Роба и взяли в качестве соавтора для написания музыкального сопровождения. Но Роб хотел большего, а его боссы были и не против. Тем более, что со своей предыдущей задачей тот справился. И вот он уже значится главным композитором следующей игры, которую также выпускала New World Computing – стратегии Iron Cross. Так что, когда Джон Ван Каннигам задумал превратить свою приключенческую РПГ в стратегию, автор музыки как будто напрашивался сам собой. Увлеченный музыкант с амбициями и запалом, который еще не погряз под гнетом корпоративных задач, да еще и с опытом работы, да еще и проверенный на предыдущих проектах. Идеальный кандидат. Он получает полную творческую свободу для написания музыки к ответвлению самой успешной игровой серии компании – к Might and Magic. На карту было поставлено все, он тут же берется за дело и нанимает человека, вообще незнакомого с игровой индустрией. Тут снова нужно немного контекста и потребуется отмотать время назад. В последний раз, я обещаю. На дворе 1970-е. Эпоха протеста, время расцвета движения хиппи. Кино, музыка, настолки, видеоигры интересны практически всем детям того времени. Они увлеченно в них погружаются. А для многих это впоследствии станет профессией и делом всей жизни. Кроме маленького мальчика из Калифорнии, который во младенчестве залипает на классическую музыку. Этот пацан без какого-либо обучения начал играть на фортепиано раньше, чем пошел в первый класс. Его зовут Пол Энтони Ромеро. Я начал играть на фортепиано, когда мне было 3 года. У нас дома был небольшой инструмент. Мои родители не играли и купили его в качестве декора. Я просто научился сам. Всякий раз, когда я слушал звуки, которые мне нравились, не знаю как, но я мог их воспроизвести. Первым, что мне понравилось, был Шопен.
Я слушал его волшебную музыку. Она была прекрасна. Мои родители мексиканцы, и они всегда слушали мексиканскую музыку. У них была стереосистема, и однажды они просто включили радио. И вдруг там заиграл ноктюрн Шопена. Когда я услышал его, подумал: вау, что это? Это великолепно. Я тут же попытался сыграть его. По словам самого Пола, он просто на каком-то интуитивном уровне понимает, как должна звучать музыка. Он чувствует ее и знает, как исполнить то или иное произведение. Ваши руки учатся дублировать. Это как изучать язык руками. Я не слушал рок-н-ролл, так что я не проигрываю Элтона Джона в своей голове. Я даже не могу сыграть Элтона Джона. Я не знаю, как это делается. Мои руки естественным образом развились благодаря европейской музыке 19 века. Если кто-нибудь спросит: «О, ты можешь сочинять музыку в стиле Прокофьева, Мусорского или Генделя?» Я отвечу: «Да, это легко, потому что мне даже не нужно об этом думать. Мои пальцы знают, куда двигаться». В 9 лет родители отдали Пола в музыкальную школу. К тому времени он уже умел играть Рахманинова и Шопена, но не понимал ничего о самой музыке. Не знал ее теорию, не умел читать нотную грамоту, не мог записать то, что сочинил. В школе Пол был прилежным учеником, но он не просто заучивал композиции классиков. Он делал сиквелы этих композиций. В музыкальной школе я начал глубже изучать серьезную классическую музыку. Брамса, Баха, Чайковского. И понял, что все это дико скучно. Сидишь, разучиваешь концерт номер 1 для фортепиано с оркестром и засыпаешь. Тогда я начал импровизировать. Учил начало великих композиций, а затем выдумывал продолжение в духе оригинала. Так я научился разным стилям игры, и так на меня повлияли сразу несколько гениальных авторов. Каким бы ни был их стиль, я мог подхватить его и продолжить. Чуть позже Пол записал свой первый фортепианный концерт, и говоря чуть позже, это буквально в 13 лет. И сейчас осознайте момент, в 13 лет он не просто написал концерт. Этот концерт был исполнен Национальным симфоническим оркестром в центре Кеннеди, дирижировал Мстислав Ростропович, а фортепианные партии исполнял сам юный Пол Ромеро. А на бис этот же концерт был сыгран в зале Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. И все это в 13 лет. В общем, Пол рос на репертуаре Баха, Шуберта, Чайковского и всей плеяды авторов классической музыки. И он постоянно совершенствовался, но при этом не мог заняться музыкой на профессиональной основе. Когда мне было за 20, когда я закончил колледж, я не мог устроиться на работу. Я не проявлял активности в музыкальном плане. Работал поваром, работал на стройке, продавал товары для IBM. Я занимался всем, кроме музыки, потому что не мог заставить никого слушать ее. Ноль, ничего. А когда мне стукнуло 30, я подумал: боже, в моей жизни больше никогда не будет музыки. Я считал, что она исчезла из моей жизни, потому что просто невозможно заставить людей слушать. Я хотел, но ничего не получалось. Пол играл музыку собственного сочинения в стиле авторов классической эпохи, сколько себя помнил. Родителям дома, в школе, друзьям и знакомым на вечеринках, на одной из которых его и заметил Роб Кинг. Это было задолго до создания героев. Но та встреча изменила все. Друг познакомил меня с Полом еще в 1992 году на одной из вечеринок. Я помню тот момент, когда увидел, как Пол играет на пианино. Я был чрезвычайно впечатлен не только его способностями, но и тем, насколько искренним человеком он оказался. Мы сразу же нашли общий язык и с тех пор стали лучшими друзьями. Так что, когда пришло время найти человека для написания игровой музыки, Роб Кинг нанял Пола Ромеро, человека без опыта в игровой индустрии, не только потому, что они были друзьями. Роб знал, что у Пола есть то, чего нет у него самого. Таланта сочинять музыку в классическом стиле, ведь это, кажется, лежит на поверхности, но никто почему-то не замечает. Классическая музыка с оркестровыми партиями – именно то, что нужно жанру фэнтези. Кто-то должен стать первопроходцем. Им должна стать Heroes of Might and Magic. Только вот, несмотря на свое сегодня уже легендарное звучание, саундтрек создавался в условиях очень и очень скромных, а работа талантливого композитора стоила каких-то смешных даже по тем временам денег. Роб позвонил мне и сказал: «Эй, не хочешь записать какую-нибудь музыку, а мы заплатим тебе $400. И, конечно, я хотел заработать $400, но я думал, что это работа на один раз. В назначенное время Пол приехал ко мне домой на встречу. Тогда у меня была соседка по комнате, и моя студия была, по сути, моей спальней с кучей оборудования и маленьким матрасом в углу. Мы начали обмениваться идеями и придумали пару композиций. Я знал, что мы собираемся сделать что-то особенное. Благодаря его классическому образованию и моему опыту в рок и поп-музыке мы дополняли друг друга. В нашей музыке были элементы хороших классических аранжировок, но они не отталкивали массового слушателя. Получившаяся в результате партитура обладает структурной сложностью, ранее не встречавшейся в игровых саундтреках.
Немногим композиторам ранее приходило в голову применить подход в написании классической музыки к музыке из видеоигр. Разве что авторы The Dig вдохновились произведениями Вагнера и дошли до чего-то подобного. Но возвращаясь к героям, немногие мелодии даже сегодня имеют в своем арсенале такую мощную и уверенную партию, как композиция Barbarian Town, где к динамичному проигрышу на клавесине сначала присоединяются одни струнные, потом еще одни, чтобы на самом сильном моменте, повторяя основную партию, выдать мощнейший контрапункт на 5 разных инструментов. А затем как бы выдохнуть, чтобы с новой силой зайти на второй круг. И остальные треки не отстают. Общая тематика музыки, повторение и усиление основного мотива работает просто безотказно. Практически каждая композиция — это настоящее произведение с завязкой, развитием и кульминацией. Этот подход применим не только к темам городов, но и к заглавной композиции, которая задает тон всей игре, всему саундтреку. А Sorceress и вовсе противопоставляет себя динамике других мелодий, выводя на первый план струнные, вводя инструменты плавно и непринужденно, пока всех их не затмевает, наконец, пленящий звук арфы, придающий и без того волшебной музыке настоящую атмосферу магии. Однако выбиваются из общей картины и будут это делать еще на протяжении многих игр серии боевые треки. Они никак не могут дотянуться до тех же высот, что и темы замков, и сделают это еще не скоро. Но с выходом Heroes of Might and Magic стало понятно одно. Герои Меча и Магии — это произведение, которое вывело музыку для игр в жанре фэнтези на новый уровень. Однако революции не случилось до выхода другой игры. До выхода Героев Меча и Магии 2. Во второй части дуэт композиторов превратился в трио. К Полу и Робу присоединился Стив Бака. Кто это такой? А помните, я говорил, что Роб мечтал стать рок-музыкантом? Так вот, он исполнил свою мечту и организовал группу Red Delicious, где они и выступали со Стивом Бакой. Перед командой стояла вполне очевидная задача – сделать круче. Но как? Если вы внимательно послушаете саундтрек первой игры серии, а потом почти любую композицию из второй части, то ответ, до которого дошли авторы, будет вполне очевидным – добавить вокал. Но Ромеро и Кинг не были бы гениями, если бы просто воткнули туда условную латынь, которая для большинства геймеров звучала бы, впрочем, вполне органично. Зачастую создатели музыки так и делают, но не в данном случае. Роб Кинг, как продюсер саундтреков к героям, создает ритмичные треки. Он знает атмосферу, подходящую для той части игры, которая требует большего, чем просто оркестровое звучание. Как только он закончит с созданием основного ритма и мотива, я сочиняю и аранжирую музыку, которая будет соответствовать им. И каждый тип ритма будет работать. Афро, латынь, кельтский, римский, ирландский, любой. Многие люди в то время думали, что я сошел с ума из-за желания поместить оперное пение в видеоигру. Но я хотел подчеркнуть индивидуальность франшизы на музыкальном уровне. Если копнуть глубже, а не просто наслаждаться музыкой, то чуть ли не для каждого замка, каждой фракции выбирается собственная стилистика, в том числе и вокальная. В последующих частях серии это разделение будет заметно более отчетливо, но точка, в которой все началось, была заложена именно здесь, в Heroes of Might and Magic 2. Трогательные мелодии Barbarian Castle, да и весь саундтрек этой части явно вдохновлены Вагнером и Брамсом. Они чуть ли не цитируют классиков, поэтому и вокал тут записан на немецком. Учитывая, насколько сложными были оркестровые партии Ромеро в первой игре, в Героях Меча и Магии 2 его оперные композиции ощущаются как настоящие произведения, а не как простая стилизация. Он явно вырос как автор.
Повторению мелодий и нагнетанию из первой игры на смену пришло более бурное оркестровое звучание с постоянным развитием, что лишь усиливает восприятие от всего произведения, а вокал тут довершает задуманную авторами атмосферу. Партитура вообще вмещает в себя огромное количество оттенков от почти зловещей атмосферы до возвышенности и налета таинственности. Новичок в серии Стив Бака меж тем под присмотром все того же Роба Кинга занялся улучшением другого аспекта музыкального сопровождения – темами ландшафтов. В первой игре этому моменту было уделено не так много внимания. В сиквеле перед авторами музыки стояла непростая задача придать каждой местности свое лицо, но сделать это так, чтобы они чересчур не перетягивали одеяло на себя и не отвлекали. Там, где Ромеро нужно было усложнять, Баке требовалось упрощать. Его композиции, можно сказать, противопоставляются тому, что делал Ромеро. У Стива в распоряжении было лишь несколько инструментов для каждой композиции, чтобы нарисовать яркие образы игровых локаций. Например, в теме снежной местности ощущение чуда придают флейты с аккомпанементом фортепиано. А для пустынной темы задействуются деревянные духовые с арабским оттенком. Тот факт, что композиторы тут смогли освоить два совершенно разных регистра эмоционального выражения, оперный драйв и медитативность, окончательно закрепляет статус этого саундтрека как одной из лучших оркестровых партитур, когда-либо созданных для видеоигр. За одним исключением, о котором чуть позже. После успеха Героев Меча и Магии 2 трио композиторов в составе Пола Ромеро, Роба Кинга и Стива Бака столкнулось с проблемой: а куда двигаться дальше? Музыка Heroes of Might and Magic 2 усилила слабые стороны оригинала, стала масштабнее. Повторить ту же стратегию, стать еще грандиознее было невозможно. Что может быть еще более величественным, чем оперное звучание классической музыки? И решение было отчасти странным. Упростить. Что в смысле упростить? Мелодии же получились крутые, скажете вы, сейчас объясню. Упростить значит не использовать вокал. Отчасти это было решение издателя, но не сказать, чтобы это был шаг назад, ведь и без вокальных партий авторам все еще было куда расти. Ромеро потихоньку остывает и начинает писать музыку более вдумчиво. Если раньше он хотел вложить как можно больше идей, как можно больше аспектов в свою музыкальную гамму, то теперь, напротив, решает использовать меньше мотивов и подтекстов, но каждый отполировать до идеала. И он снова выстраивает свои темы замков как вариации мотива и мелодии, повторения и нарастания, но в этот раз куда более осмысленные, куда более взрослые, что ли. Даже мрачные ноты подземелья остаются относительно беззаботными с их вкраплениями струнных. А позже музыка достигает кульминации с деревянными духовыми, чтобы в конце вернуться к озорному настроению вступления. Как и Инферно, что начинается грозными раскатами. Чей нарастающий тон уравновешивают ритмы музыкальной шкатулки. Что придает мелодии вес, а происходящему контекст. Мелодии развиваются так, что за 2 минуты вносят больше разнообразия, чем треки других композиторов за в несколько раз большее время звучания. В чем саундтреку Heroes of Might and Magic 3 удается превзойти своего предшественника, так это в треках ландшафтов. Теперь они больше похожи по стилю на темы замков, более насыщенные, что делает музыкальное сопровождение третьей части по сути музыкальным альбомом, ведь мелодий, которые выбиваются из общего тона и настроения, почти не осталось, за исключением, о котором опять же поговорим чуть позже.
Более того, в Heroes of Might and Magic 3 звуковые эффекты становятся частью сопровождения не только мира игры, но и ее музыки. Завывание ветра, пение птиц — это теперь часть саундтрека. Авторы показывают такой уровень, до которого, кажется, не дотянуться уже и им самим. Несмотря на ошеломительный успех третьей части, дела у New World Computing шли не лучшим образом. Ряд неудачных в финансовом плане игр и коммерческих решений заставляли ужимать бюджеты и сокращать время разработки. И если геймплейные нововведения четвертой части не все фанаты приняли с энтузиазмом, то вот музыка осталась верной себе. Даже удивительно, но для записи вокальных партий, несмотря на трудности, средств не пожалели. Тут был не просто вокал, а самый настоящий хор. Женский болгарский хор Невенка. Возможность поработать с огромным хором безусловно воодушевляла Ромеро и Кинга. Они уже были опытными композиторами, и тем интереснее выглядит факт, что при записи хора они накосячили. У нас был болгарский хор в Лос-Анджелесе, который записывал женские партии. Все участницы были американки, говорящие по-болгарски. Нам нужен был именно их акцент. При записи мы случайно использовали неправильную скорость. Это сделало их голоса намного более высокими, из-за чего женщины звучали как дети. Мы узнали об этом на сведении. Более того, мы не могли ничего сделать, потому что не было возможности снова собрать хор и перезаписать партии. Поэтому нам пришлось изменить саму музыку, чтобы соответствовать более высокой скорости звучания хора. Но и без помощи хора авторы настолько набили руку, что все остальные мелодии звучат живо, интересно, до сих пор волшебно. Однако ограниченные бюджеты и, что самое важное, сроки вносили свои коррективы, поэтому впервые при написании музыки были использованы сэмплы. Оговорюсь, я не против сэмплирования как инструмента для написания, просто именно для создания музыки сэмплирование было задействовано в серии впервые. Да не просто задействовано. На сэмпле построена, пожалуй, одна из самых популярных среди фанатов серии мелодий – морская тема. Вот, например, тот же мотив в «Пиратах Карибского моря», в аниме. В общем-то, невзирая на то, что мелодия не была, как и остальные, написана с нуля, является ли она плохой? На мой взгляд, совсем нет, и саундтрек хуже она уж точно не делает. Ведь остальная его часть просто великолепна. Треки местности так и вовсе одни из лучших, на мой взгляд, в серии. Кельтские и восточнославянские мотивы с аккордеоном и скрипками в композиции Hope. Или протяжные напевы The Prayer заставляли почувствовать что-то родное в музыке видеоигры задолго до Ведьмака. И вот тут мы подходим к тому исключению, которое я намеренно обходил стороной при упоминании предыдущих пары игр серии – боевые треки. Они почти никак не эволюционировали со времен первой части. Это все те же ритмичные постукивания, что и раньше. Сложно сказать, почему так произошло, но что в первой, что в четвертой играх они звучат очень инородно. Их монотонный угрюмый характер не сильно изменился, они по-прежнему гораздо менее интересны, чем остальная часть саундтрека. И так бы оно могло закончиться, ведь вскоре после релиза четвертой части New World Computing потерпела полнейшее финансовое фиаско. Закрылась, а интеллектуальная собственность пошла с молотка. И возрождение серии пришло оттуда, откуда не ждали. Французы из Ubisoft выкупили права на вселенную Might and Magic в 2003 году и решили не торопиться. По достоверной информации из недостоверных источников известно, что в отношении пятой части у New World Computing были некоторые наработки, но их было решено не использовать всего лишь по одной причине.
В отличие от отцов серии, Ubisoft хотели, чтобы новая часть была выполнена в 3D. Значит, нужен был и новый движок. К тому же сама Ubisoft не имела достаточного количества компетентных сотрудников, чтобы разработать игру в жанре пошаговой стратегии, а значит, нужен был и разработчик, который умеет делать как стратегии, так и пошаговую тактику. И удивительным образом все нужные компоненты нашлись у компании Nival. У нее был опыт создания весьма тепло принятой стратегии Blitzkrieg, пошаговой тактики Silent Storm, да и движок последний просто идеально подходил для новых героев. В то время как Ubisoft решила внести несколько изменений в игровой процесс, крайне мудрым решением с ее стороны было не менять то, что работает, и вернуть к написанию музыки Пола Ромеро и Роба Кинга. В итоге композиторы написали почти 2 часа саундтрека к основной игре и потом еще примерно час музыки для дополнений. И это было великолепно. Авторы снова нашли путь развития, и теперь музыка обрела основную тему, то есть направляющую композицию. Речь идет о Dies Irae. Небольшое отступление. Dies Irae — это секвенция в католической мессе, один из самых популярных григорианских распевов, который используется в музыке уже несколько столетий. Самое раннее упоминание текста датируется 13 веком, а композиторы взяли его за основу в веке 16, если не раньше. Но нам важны не эти факты из Википедии, а то, что сам текст повествует о судном дне, о каре грешников, о возвышении в небеса, о гиене огненной, и Ромеро обо всем этом знал. Он осознанно решил выбрать именно Dies Irae связующей темой. Лист использовал подобную мелодию, и Моцарт, и даже Рахманинов в «Острове мертвых», одном из величайших произведений, которые я слышал, когда был ребенком. Даже если вы не знаете, что такое Dies Irae, звучание этой мелодии очень интригующее. Почти 1000 лет людям нравилась эта мелодия на интуитивном уровне. Точно так же, когда вы слышите лунную сонату, это нравится всем. Я не знаю почему. Наверное, потому что в простоте есть что-то особенное. Она объединяет людей. Вот почему я всегда хотел использовать Dies Irae. Мотив главной темы проходит красной нитью через все приключение. Через компанию света, через компанию тьмы, где до этого мягкая и спокойная мелодия вновь появляется в жестком исполнении духовых. Ромеро сильно вырос как композитор, он стал настоящим автором с большой буквы именно здесь, в 5-й части, где саундтрек наконец обрел целостность и стал, на мой скромный взгляд, чем-то большим, чем просто музыкой к игре. Преобразилась наконец и боевая музыка. Полностью изменился ее характер, теперь это пышные боевые кличи оркестра. С одной стороны, они сегодня звучат как типичная музыка для подобных батальных сцен в фильмах. И можно было бы уличить Ромеро и Кинга в отказе от оригинальности, однако так саундтрек воспринимается сегодня. На момент выхода это было совсем не заезжено. Да, просто и банально на фоне остальных композиций, но такие треки выполнили главную функцию, чтобы в музыке героев меча и магии больше не было слабых мест. Композиции, сопровождающие блуждание героя по местности, также прекрасны и не выбиваются из общей картины. Саундтрек стал цельным, стал лучшим, как признается сам Ромеро в многочисленных интервью. Однако у Ubisoft было запланировано продолжение. И было ли дуэту авторов предложить что-то большее, чем они уже сделали? В 2011 году продолжение не только странным образом сменило название, но и состав музыкантов. Нет, у руля все еще оставались Кинг и Ромеро, но им на подмогу были выписаны Крис Веласко, Саша Дикчан и Джейсон Грейвс. Про каждого из них вообще можно делать отдельный выпуск. Эти люди как по отдельности, так и вместе работали над такими сериями как
Splinter Cell, Mass Effect, God of War, StarCraft, Dead Space, и этот список можно продолжать и продолжать. Важно, что они были людьми опытными, но из, можно так сказать, другой лиги. В отличие от Ромеро и Кинга, они всегда больше тяготели к электронной музыке, что заметно в их работах. Да в той же Dark Messiah of Might and Magic, что разрабатывалась параллельно с пятыми героями, и музыку для которой как раз и писали Виласко и Дик Чан, видно, насколько другой там подход к созданию саундтрека. И не сказать, чтобы серии он не был к лицу. Иными словами, был задан вектор на эксперимент. Например, в ряде произведений заметно влияние азиатской музыки. В то время как другие треки имеют более эмбиентный оттенок, более электронный. Грейвс, создавший прекрасную партитуру для второго «Мертвого космоса», на удивление отлично вписывается в фэнтезийное звучание героев и не вызывает ощущения инородности. В то время как Ромеро и Кинг на отлично отрабатывают то, что у них и так получается лучше, чем у кого-либо другого в индустрии. Пишут фэнтезийную музыку для замков и путешествия по карте. И пишут, возможно, одни из лучших композиций в своей карьере. Чего стоит хотя бы вот эта скрипичная партия? Или великолепнейшая главная тема шестых героев. Грейвс, Виласко и Дик Чан же просто выносят на какую-то недосягаемую высоту то, что давно было ахиллесовой пятой серии – ее боевые треки. Жесткость ударных напоминает экшен-музыку из Dead Space и впечатляет ничуть не меньше. Да, это уже совсем не то, но разве отход от канонов это плохо? Когда-то ведь сама серия сделала это и стала популярной. Тут каждый решает сам, ведь уже тогда не только визуальный стиль и геймплей раскололи фанатов серии, хотя они раскалывались после выхода почти каждой части. Да и времена, когда франшиза Heroes of Might and Magic выдавала революционные саундтреки один за другим, прошли. Но это не значит, что в Heroes of Might and Magic 6 музыка стала плохой. Она просто стала другой. Это до сих пор разнообразная, цельная фэнтезийная партитура, а решение привлечь к сериалу новых композиторов позволяет открыть новые грани этой самой музыки. Жаль, что сама серия переживала не лучшие времена. United in purpose, we shall end this war. Продажи шестой части были не самыми воодушевляющими, да и Ubisoft к середине десятых была уже не той компанией, которая с легкостью идет на эксперимент. Наверное, отчасти поэтому главных композиторов серии Ромеро и Кинга было решено не менять, но и от приглашения совсем уж экспериментальных электронщиков тоже отказались. При этом звездному дуэту не навязывали что-то сверху, не давали жестких инструкций. Им нужно было просто написать музыку для новых героев. И они написали музыку для новых героев. Нет, серьезно, мне особо нечего к этому добавить. Саундтрек седьмой части неплох, но он стал, на мой взгляд, тем, с чем боролся изначально. Он стал обычным дженерик фэнтези своего времени. Кинг и Ромеро все еще выкладываются, все еще пишут прекрасную музыку, но в ней нет больше духа рок-н-ролла первой части, нет экспериментов с хором, как во второй. Нет даже забавных заимствований сэмплов четвертой, направляющей композиции пятой и электронных экспериментов шестой. Это все еще отличная музыка для фанатов сериала, она цельная, качественная, интересная, но абсолютно такая же, как раньше. Это первая игра серии, где не было экспериментов в партитуре, и в любой другой франшизе музыка оттуда смотрелась бы отлично, но для героев нужно было больше, и композиторы всегда давали это больше. Однако не в этот раз.
По то тут, то там всплывающей информации Ubisoft все же не планирует хоронить великую серию окончательно, но что нынешняя компания может с ней сделать, даже представить страшно. При этом ничто и никогда не умирает навечно. И мир Might and Magic уже когда-то пережил свою компанию-основательницу, подарив нам несколько отличных частей, несколько часов волшебной музыки от талантливых людей. Так что лично я верю в лучшее. Создатель серии Джон Ван Каннигам до сих пор в строю и с большим уважением отзывается обо всей франшизе. Роб Кинг занимается своей музыкальной группой Red Delicious и до сих пор дружит с Полом Ромеро, с которым время от времени работает над игровыми саундтреками. Сам же Ромеро охотно общается с фанатами и регулярно дает интервью и концерты, на которых играет ту самую волшебную музыку из героев с симфоническим оркестром. И даже если новые герои никогда не выйдут или выйдут без Ромеро и Кинга, их наследие будет живо, а их вклад оценен уже сейчас. И всегда можно будет включить любимую композицию и, будто на машине времени, перенестись во времена любимой части под прекрасный саундтрек. Я очень ценю тот факт, что людям нравится моя музыка. Это правда приятно. Лучшее, о чем может мечтать композитор, это о том, чтобы люди слушали его произведения. Так что спасибо вам. Спасибо за то, что слушаете.